Резонансное решение Зеленского о разделе Украины. Каков вариант допустили на Банковой? Москва открыта. Приедет ли Зеленский в российскую столицу на переговоры с Путиным? Реакция Киева. В Украине вспомнили поход Пригожина на Москву. Почему? Украина пыталась втянуть НАТО в войну против РФ. Бывший польский президент Дуда раскрывает детали тайных переговоров с Киевом после удара ракетой С-300 по Польше. Что сказал и почему Зеленский не извинился перед Варшавой? Раскулачивание или отличная инициатива. В России хотят заставить богатых покупать квартиры бедным, а в случае отказа заселять многодетные семьи принудительно в хоромы состоятельных людей. Детали. Германия вслед за Польшей может лишить украинских беженцев пособия. Узбекистан делает жесткое заявление в адрес России и требует наказать того, кто посчитал узбеков рабами русских, а Трамп вновь начал отчет, что на этот раз об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Зеленский хотел, чтобы НАТО стало на сторону Киева и воевало против России еще в 2022 году. И Киев, вероятно, пытался втянуть альянс в боевые действия. Об этом рассказал бывший президент Польши Дуда. В частности, ему задали вопрос, был ли мир близок к Третьей мировой войне, когда в 2022 году ракета советского производства упала на территорию Польши, страны НАТО, убив при этом 2 поляков. Дуда ответил, что все близилось к большому кризису, но не к Третьей мировой. При этом благодаря рассудительности и неспешности польских властей кризиса удалось избежать. Напомню, что следователи прокуратуры Польши пришли к выводу, что ракета, упавшая в польском Пшеводове, была выпущена украинской установкой ПВО С-300. Это произошло во время массированной атаки со стороны России, в том числе и по западу Украины, когда украинские военные отражали этот удар. Но вы восприняли это как попытку втянуть Польшу в войну? Воспринял. Со стороны президента Украины? Да. И что вы ему ответили? Ничего. В начале войны они пытались втянуть всех в войну. Это очевидно. Это в их интересах втянуть всех в войну. А особенно, было бы лучше всего, если бы удалось втянуть в войну страны НАТО. Это же ясно. Они ищут тех, кто воевал бы на их стороне против россиян. Это не ново. Это происходит с первого дня. Ведь мечта такого руководителя государства, как Украина в той ситуации, была бы в том, чтобы все НАТО встало вместе с ними. А украинская армия в начале войны была слабой и плохо оснащенной, опиравшейся в основном на смелость Владимира Зеленского и героизм украинских солдат. Дуда при этом добавил, что любая страна и ее президент, если бы была на месте Украины и Зеленского, мечтала бы, чтобы за нее воевал целый альянс плечом к плечу. Но Польша при этом не могла на такое согласиться. Ответить, почему Зеленский не извинился за падение ракеты, Дуда не смог, посоветовав журналисту задать этот вопрос непосредственно Зеленскому. Отмечу при этом, что Дуда теперь не без работы, он решил попробовать себя в новом амплуа и станет ведущим и автором телепрограммы на канале Канал Zero. Экс-президент подготовит 16 выпусков, посвященных 16 ключевым темам. Россия заявляет, что разделила пополам один из украинских городов на востоке Украины. Речь о Купянске в Харьковской области. В 2022 году этот город был под полным контролем армии РФ до начала контрнаступления ВСУ. Теперь же Минобороны России заявляет, город наполовину занят российскими силами. Москва публикует видео, как утверждается, снятое в центре населенного пункта. На видео зафиксированы российские военнослужащие в центре города, а также в районах наиболее важных административных и промышленных зданий, в том числе около здания администрации города, в районе стадиона «Спартак», на переулке Спортивном города Купянска, городской электроподстанции на улице Энергетической и около телевышки на улице 1 мая. ВСУ признают, что российские силы находятся на территории города, но уверяют, что они заблокированы и до центра не дошли. Ситуацию назвали контролируемой. Это информационная кампания от Российской Федерации. Ее солдаты переодеваются в гражданскую одежду, пытаются проникнуть в сам город с одной задачей. Не для захвата города, а для того, чтобы сделать эффектную фотографию с российской тряпкой. Поэтому на сегодня ситуация в Купянске максимально контролируемая. Оккупанты заблокированы на северо-западной окраине. Масштабнейший парад в Китае, который прошел в Пекине 3 сентября, это мощный сигнал США и Тайваню. Западная пресса подводит черту под событиями в КНР.
Парад стал демонстрацией военной мощи и технологических амбиций Пекина. Наибольший акцент был сделан на гиперзвуковых ракетах и беспилотных системах, которые должны дать армии Китая преимущество в возможных будущих конфликтах, пишут авторы материала. Одним из самых ярких предупреждений для сил США стало представление 4 новых моделей противокорабельных ракет, 3 из которых, по данным государственных СМИ, являются гиперзвуковыми, то есть движутся со скоростью, превышающей скорость звука в 5 раз, и могут маневрировать, уклоняясь от систем защиты. Решение Пекина продемонстрировать это оружие посылает не слишком тонкий сигнал Тайваню и Вашингтону, что Китай способен угрожать американским военным кораблям, сказал Тимоти Хит, старший научный сотрудник Института глобальной политики РЭНД, изучающий китайские вооруженные силы. Сигнал из Пекина отправился и в Украину. Путин сделал ряд заявлений, которые адресовались Зеленскому. Он повторил то, что говорил ранее о позиции РФ и ее требованиях, а также заявил вновь: готов к встрече с Зеленским, но на своей территории. Ждет его в Москве. Кстати говоря, Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву. Такая встреча состоится. Из Киева на это заявление последовало 2 ответа. Одно сделал советник Зеленского. Он заявил, что Путин убегает из Москвы, когда с ним кто-то хочет поговорить, и вспомнил поход на Москву ЧВК Вагнера. Обычно Путин убегает из Москвы, когда кто-то приближается и хочет поговорить. Например, когда Пригожин совершил свой рейд, Путин просто сбежал. В украинском МИДе назвали предложение Путина неприемлемым и напомнили, что есть нейтральные территории и что многие страны предложили свои площадки для переговоров между Путиным и Зеленским. В настоящее время как минимум 7 стран готовы организовать встречу лидеров Украины и России для прекращения войны. Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и 3 страны Персидского залива. Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любое время. Сам же Зеленский заявил, что никогда не сдаст Донбасс и отвергает требования Путина. В интервью французской прессе он сделал ряд заявлений о разделе Украины. Говорит, что если Украина потеряет Донецкую и Луганскую области, то это станет большим подарком для России и откроет для ВС РФ дальнейший путь на запад страны. Кроме того, ответил на вопрос и о корейском сценарии завершения войны, то есть о разделении Украины на условные Северную и Южную Кореи. Вы спрашиваете, возможно ли это для Украины? Я скажу, что все возможно. Но нужно уточнить, у Южной Кореи есть великий союзник – США, который не позволит Северной Корее захватить ее. Однако риски остаются. Их экономика процветает, они защищены альянсом, но пока Северная Корея остается такой, какой есть, и пока ее руководство не изменится, Южная Корея не будет полностью в безопасности. Кроме того, добавил, что точный перенос южнокорейской модели, вероятно, не подошел бы Украине с точки зрения безопасности, но их экономическая модель – это хороший пример. Это была цитата. Новое заявление прозвучало накануне и из Белого дома. Трамп вновь ведет отчет и вновь разочарован. А вы дали Владимиру Путину 2-недельный срок, чтобы согласиться на переговоры с Владимиром Зеленским. Этот срок сейчас подходит к концу. Можете ли вы сказать, когда примите решение? Я очень скоро буду разговаривать с ним, и тогда буду в целом понимать, что мы собираемся делать. Мы предприняли очень серьезные шаги, как вы знаете, и другими способами мы тоже предприняли очень серьезные шаги. Но я поговорю с ним в ближайшие дни, и мы посмотрим. Я буду точно знать, что происходит. Но я недоволен всеми этими людьми. На прошлой неделе погибло 7819 человек, российские солдаты и украинские солдаты. Верно. Не американские солдаты, не солдаты из Польши, но это люди. Уже после этого заявления корреспондент AFP в Белом доме Дэнни Кэмп уточнил, что Трамп будет в ближайшее время говорить не с Путиным, а с Зеленским, и он якобы оговорился. Напомню, что 4 сентября состоится встреча коалиции желающих в Париже, и представители стран Европы, а также представитель США Стив Уитков вновь проведут телефонный разговор с Трампом, как это было ранее. Главный вопрос на повестке дня – гарантии безопасности для Украины. Кстати, в Киеве накануне журналистам показывали Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, назвав его примером провальной гарантии безопасности, который нельзя повторить. К сожалению, у Украины есть очень горький опыт, очень горькое прошлое, когда речь идет о гарантиях безопасности, переговорах по этому поводу и документах, которые их подтверждают. Поэтому сегодня позиция Украины очень ясна, и президент Зеленский подчеркивал это в Вашингтоне. Украине нужны реальные гарантии безопасности, которые являются надежными, действительно эффективными, которые работают, а не заверения.
Это настоящие гарантии безопасности. И, очевидно, нам не нужен второй Будапешт. Немецкий флот готовится сбивать воздушные цели в Балтике, но перед этим военные Бундесвера решили провести учения в Балтийском море. Германия вывела в море корабли, системы ПВО и экипажи для отработки отражения воздушных атак. В маневрах участвуют около 40 кораблей и 2700 военных из 14 стран НАТО. Главную роль взял на себя немецкий корабль обеспечения «Донау». Именно его экипаж тренировался защищать так называемое морское соединение от воздушных налетов. По сценарию на корабли велась охота с самолетов, а моряки открывали по ним учебный огонь из пулеметов и корабельных пушек. Отмечу, что учения Northern Coast проводятся ежегодно с 2007 года. В этом году они проходят под руководством Германии и стали крупнейшей проверкой готовности НАТО на Балтике после начала Большой войны в Украине. Для таких учений мы всегда переходим в состояние наивысшей боевой готовности, то есть на боевые посты. Это означает, что все огневые позиции заняты, рабочие консоли также заняты, чтобы мы имели полную картину обстановки и могли управлять ордером в ходе учения. Мы также отвечали за проведение этих учений и за подготовку наших расчетов вооружения. Друзья, напомню, что немецкая разведка часто заявляет о том, что уже к 2030 году Россия накопит силы и будет иметь потенциал для нападения на одну из стран НАТО. В то же время Путин, находясь в Китае, опроверг подобную информацию, заявив, что Россия нападать ни на кого не собирается. А вы верите в большую и открытую войну между Альянсом и Россией? Как считаете, как долго бы она продлилась и кто бы капитулировал? Или в такой войне не будет проигравших и победителей? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Поддержите, пожалуйста, если не сложно, меня лайком и подпиской. А я продолжаю. Украинских беженцев могут лишить пособия в Германии. В 2026 году граждане, получающие немецкое пособие по безработице, в том числе украинцы, рискуют столкнуться с более жесткими санкциями за отказ от трудоустройства. Об этом сообщает Bild. Так, за пропуск обязательных встреч в центрах занятости пособие безработного урежут на треть, а в случае повторного отказа от работы выплата будет отменена. Власти уточняют, в 26-м размер пособия не изменится, это 563 евро в месяц для одиноких взрослых. По данным Министерства труда Германии, решение связано со снижением инфляции. После увеличения выплат в 2024 году их уровень сочли завышенным. Закон не позволяет снизить пособие напрямую, поэтому корректировка произойдет путем замораживания суммы на определенный период. Правительство планирует утвердить изменения 10 сентября. Отмечу, что эти меры касаются всех получателей пособия по безработице, включая граждан Германии. В сентябре министр труда Бербель Бас не только планирует утвердить нулевую индексацию, пособие по безработице, но и представить более жесткие санкции для бездельников. Бас сообщил Bild: «Я добиваюсь большей ответственности в сопровождении. Кто без уважительной причины не приходит на встречу, тому теперь будут значительно больше сокращать выплаты. Сигнал ясен. Мы помогаем на пути к работе, но для этого нужно участвовать. Все остальное несправедливо по отношению к тем, кто каждый день встает и работает». Скандальная инициатива. В России предложили закон, который может перевернуть рынок элитной недвижимости. Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович заявил, если у кого-то хватает денег на дворцы в 300 и более квадратных метров и с 10 комнатами, он обязан купить квартиру для многодетной семьи. А если откажется, к нему прямо в апартаменты будут подселять малоимущих по решению суда. Маленкович заявил, что среди граждан возникает социальная напряженность и обострение, когда они видят, что кто-то покупает себе хоромы, а они не могут накопить себе на студию или погрязли в ипотеке. Речь идет не о мелочах. На днях Москву потрясло объявление о продаже квартиры за 7 миллиардов рублей. Там 6 спален, 7 санузлов, 8 гардеробных, бар, игровая, огромная терраса и даже 20 балконов. Теперь политик предлагает: или плати социальный налог, или покупай жилье для бедных, или готовься к подселению соседей с колясками и детьми. Если частник покупает пентхаус на непонятные доходы и отказывается от нормы, что он должен при этом одну социальную квартиру подарить населению, тогда можно ставить вопрос об уплотнении по решению суда. Для такой меры нужно заложить нормы: больше 300 квадратных метров и больше 10 комнат. Заявление уже вызвало резонанс. Одни в восторге от идеи раскулачивания 21 века, другие видят в этом угрозу для рынка и частной собственности. А что думаете вы по этому поводу? Поделитесь своей точкой зрения под этим видео.
Узбекистан направил России жесткую ноту протеста. МИД Узбекистана официально потребовал от Москвы найти и наказать мужчину, который в российской столице публично оскорбил узбекского таксиста. Он назвал его рабом русских, который ничего не нашел себе в Узбекистане и приехал в Москву на работу, а потому должен выполнять то, что скажут россияне. Скандал попал на видео, таксист сохранил спокойствие, попросил не оскорблять его и уехал. Но запись вызвала мощный резонанс в соцсетях, а Ташкент потребовал реакции на государственном уровне. Официальный представитель узбекского МИД Ахрор Бурханов заявил, что граждане Узбекистана, где бы они ни находились, находятся под защитой своего государства. По данным дипломатов, это уже вторая нота за 3 месяца. В июне посольство Узбекистана в Москве жаловалось на жесткие рейды спецназа в общежитиях, незаконные обыски и грубое обращение с мигрантами. Теперь Ташкент ждет от России ответа и конкретных мер в отношении скандалиста из Химок. Уважаемые граждане, еще раз напоминаем, что граждане Узбекистана, где бы они ни находились, находятся под защитой нашего государства. Если ваши права, свободы или законные интересы нарушаются за границей, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы соответствующей страны, а также в дипломатические представительства или консульские учреждения Узбекистана. Друзья, спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите.